Всем добрый вечер или уже доброй ночи, у кого как. Перед вами Афина Паллада, воинствующая мудрость. Афина – дочь Зевса. Она родилась из его головы и потому считается самой мудрой из богинь. Она целомудренна, она не подчиняется мужской энергии. Она дарует победу тем, которые заслуживают этого. Она дарует острый ум, мудрость мудрецов, дает ключи от тайных знаний, от тех знаний, которые доступны не каждому и не всякому. Итак, этот ритуал могут совершать люди, которые практикуют, люди творческие, люди, которые находятся на сцене, люди, которые пишут сценарий либо книги, люди, которые занимаются творчеством своим, даже люди, которые ведут особый вид бизнеса. Одним словом, люди, которые постоянно должны что-то думать, что-то придумывать, что-то новое показать миру, отличаться от всех, врачи, даже учителя. То есть человек, желающий в своей сфере быть не просто рядовым кем-то, а самым первым, передовым, да? Быть профессором в своем деле, а не уборщицей. Подобные люди могут провести этот ритуал. Этот ритуал могут провести даже студенты, если хотят сверкнуть умом, если хотят, чтобы их сообразительность удивляла их преподавателей. Не каждый человек стремится к знаниям. Поэтому обращение к Афине Палладе должно быть у тех людей, которые хотят своим умом удивить, которые к чему-то стремятся. Если они ни к чему не стремятся, они могут провести этот ритуал, но останутся неуслышанными с ее стороны. Статуи Афины можно ли держать дома? Я бы не рекомендовала тем людям, которые не уверены, что они выдержат эту силу, потому что Афина – это очень сильная богиня. Те, которые любят кутежи, дискотеки, там, мимолетные встречи и так далее, такого типа люди, вот, ведущие такой образ жизни, вообще должны держаться от нее подальше, потому что она очень целомудренна, она очень злится, она не любит легкомысленных вещей. Они с Афродитой постоянно в ссоре, потому что она считает Афродиту легкомысленной богиней, той, которая ради страсти готова на все. И поэтому, если у вас натура такая влюбчивая, страстная и так далее, то имейте в виду, что тем, что вы возьмете ее в дом, вы можете ее разозлить. Она контролирует ваши шаги. Но если вы натура, которая отдается работе всецело, если вы натура, которая первым местом, то есть первым делом, да, на первое место ставит карьеру, рост, интеллектуальное развитие, отличие от других своим умом, своим интеллектом, начитанность и так далее и тому подобное, то можете взять ее домой. Но еще раз повторяюсь, она богиня не совсем, скажем так, я бы сказала, даже совсем уж недоброе. Но это сильное божество. Это божество, которое способно менять вашу жизнь, если вы действительно будете жить по ее принципам, по ее желаниям. Только выполнив те условия, которые она ставит перед человеком, человек может надеяться на покровительство Афины Паллады. Обращение к Афине Палладе у меня очень давнишнее, очень старое. Еще сейчас скажу, в 2004 году я создала именно этот ритуал. Обычно я обращалась просто к различным силам и богам за помощью. Но в 2004 году я именно создала этот ритуал.
Я переписала сегодня красиво, чтобы прочесть, потому что мой почерк такой сатанинский, что я сама иногда путаюсь, что я там написала. Может быть, отчасти, а не может быть, а скорее всего, отчасти мое обращение к Афине Палладе сделало свое дело, и я смогла в своей сфере, скажем так, выделиться особыми знаниями. То, что давалось только мне. Давайте без ложной скромности скажем. И если вы хотите, чтобы она вам помогла, вы должны соответствовать ее критериям. Откройте, прочитайте про нее, про ее характер. Какая она богиня. И если вы чувствуете, что вы сможете ей понравиться, то обращайтесь к ней, она вам поможет. Но еще раз говорю, вот это обращение только для сильных личностей, для людей карьеристов, для людей творческих, для людей, которые хотят сверкнуть в своей профессии. Она им даст новые идеи, она будет вам подсказывать во сне, она будет наяву вам подсказывать, показывать определенные картины, показывать определенные такие, приводить к таким моментам, что это вам даст новую идею. Очень много раз она мне давала идею через рекламные щиты, через все что угодно. Может быть, кто-то скажет, что это моя сообразительность, но я бы сказала, что моя сообразительность плюс то, что я попросила у нее, вот сделали свое дело. Это фомиам называется. Продается такое окуривание фомиама, считалось в древние времена как бы частью ритуальной магии, вообще ритуалов и обращений к богам. Потому что боги любят приятные запахи, благовония, их силы приходят сюда. Я уже говорила, что силы, духи, демоны, посланники божеств, они питаются не физиологией пищи, а запахами, ароматами, то есть духовной частью пищи. Они питаются вот такой вот как бы ароматной частью пищи, да, молекулами еды. Именно поэтому окуривается, ставится там вино, водка, различные там напитки ароматные, которые естественные, натуральные. Значит, для этого ритуала красное вино, красная и зеленая свеча – это ее цвета, это ее любимые цвета. Зеленый цвет считался цветом победы. Она была ближайшей соратницей богини Ники, ее подругой, то есть богиня победы. Я уже говорила, что она где-то изображается, вытянув руку вперед, и там на руке стоит крылатая Ника. Это говорит о том, что она сопровождает победоносных победителей. Она дарует победы, она дарует свершения, она дарует дипломатический ум и так далее. Так вот, все, что я сказала, это вся Афина Паллада. Читать нужно один раз, оставить вино, свечи потушить и оставить фомиам догореть. Будьте осторожны, потому что фомиам имеет особенность, надо за ним следить, одним словом. Видите, он сыпется. Очень приятный запах, запах розы. Вот. Весьма приятный запах и как бы так без проблем окуривается. Поэтому можете взять. Ну-ну, кто это тут летает у нас? Итак, начнем. И в скором времени вы заметите, что вы начнете обладателем острого ума, вам будут открываться знания, вы в своем деле будете впереди, если, конечно, она примет вас, если, конечно, вы будете соответствовать ее критериям, она обязательно вам поможет. Если ваша главная цель в жизни сначала подняться по карьерной лестнице, быть лучшей среди учителей, быть лучшей среди актеров, быть лучшей среди педагогов и так далее, она вам это даст. Еще раз повторяюсь, если вы соответствуете ее критериям, потому что она не любит легкомысленных, влюбчивых,
Она не любит людей трусливых, она не любит предательские натуры, она не любит, когда человек с полпути сворачивает. Она больше может вам не помочь, у вас просто вдохновение исчезнет, закроется все, и вы дальше не двинетесь. Поэтому еще раз предупреждаю, если вы не уверены в себе, лучше не трогать это божество. Если уверены, то вперед. Делайте этот ритуал первое время чаще, раз в неделю. Потом чуть меньше можете, раз в месяц. Но иногда, то есть время от времени вспоминайте ее, благодарите, и вы будете все время получать новые идеи, новые знания, какие-то такие потайные, знаете, такие удивительные вещи, которые, никому бы не пришли в голову, а вам далось. То есть ваши враги все время будут удивляться, откуда у вас эта идея появилась, откуда это вы узнали, откуда вы это показываете, почему мне это не пришло, почему я не догадалась, что такое возможно. Понимаете? Начнем. О светлоокая дева Паллада, дарующая древнюю мудрость, я обращаюсь к тебе. Обрати свой взор на меня. Стань моей наставницей, стань моим путеводителем. Поделись со мной своей мудростью. Дай мне разум мудрецов. Открой тайные знания и запретные познания древних жрецов. Сделай мой ум острым, разум метким, слово цепким, дело победоносным. О мудрая Афина, одари меня мудрым разумом. О воинствующая мудрость, я прошу у тебя непобедимости в войне интеллектов. Я прошу у тебя силу мысли, тайные знания. Прославь меня через мой разум. Удиви мир моим знанием. Даруй ключи от тайных наук. Подари разум сотен мудрецов. И да не будет мне равных в словесном бою, воинах знатоков. И да изумится мир от остроты и величия сказанных мною слов. О мудрая Афина Паллада, прославь мой разум среди разумных, и мой острый ум возвысь среди умных. Пусть моя мудрость прославит тебя и возвышает меня сквозь века. О светлоокая дева Паллада, услышь и даруй вековую мудрость, хитрость послов, знатность царей, разум божеств и славу и честь. Я молю, и мольба моя тобою примется и услышится. Славься, мудрость в веках. Славься, мудрая Афина Паллада. Обращение к ней звучит как гимн, как молитва, как просьба, но она будет услышана, я вас уверяю. И если вы ей понравитесь, если вы станете одной из ее любимиц, избранных ею, то поверьте мне, что ваше творчество, ваше начинание, ваш разум, ваше знание, все, что вы будете в этой жизни делать и предоставлять миру, не будет иметь в себе равных. И самые лучшие идеи будете получать вы. Самые лучшие познания, самые редкие вещи, которые можно показать и предъявить миру, будете делать вы. Потому что получить покровительство самой богини мудрости, это очень дорогого стоит. А человек, когда живет мудростью, разумом, а не чувствами, всегда побеждает. Всем удачи!